Ребята, всем привет! Меня зовут Даша, и сегодня будет выпуск, посвященный обзору работ моих зрителей. И он будет немножко необычный. В нем я хочу показать работы, совсем начинающих моделистов и показать, на что обратить внимание при постройке своей первой модели и какие ошибки лучше не совершать. Итак, поехали! Меня часто спрашивают, где можно купить модели, которые делают мои зрители, да и я сама тоже. Отвечаю, интернет-магазин «Я моделист», один из крупнейших магазинов сборных моделей и аксессуаров к ним. Доставка по всей России, а по московскому региону работает собственная курьерская служба из курьеров-пехотинцев. А еще у ребят появились новые модели, доступные по предзаказам. Это будущая новинка от звезды Aerobus A320 Neo со смоляными колесами в подарок. А второе дополнение вам на выбор. Есть варианты с декалью уральских авиалиний или с декалью моей любимой авиакомпании S7. А для любителей брони действует скидка по предзаказу на шикарную модель танка Т-72 в 35-м масштабе с полным интерьером. Так что спешите, ссылочка будет в описании. А мы начнем. Александр прислал модель немецкой четверки в 35-м масштабе от звезды. И как пишет сам автор, это у него первая модель танка, и на ней он отрабатывал некоторые приемы. Автор пытался делать камуфляж без использования масок, но я скажу, что это не лучшее решение для начинающего. И вообще при нанесении камуфляжа надо заранее определиться с паттерном и стараться его соблюдать, а при помощи масок это сделать в разы проще. И даже несмотря на не самый удачный камуфляж на корпусе, модель смотрится очень даже хорошо. Кстати, камуфляж на фальш-бортах получился очень даже хорошо. Автору остается только набить руку, и через десяток моделей, думаю, будет феноменальный у него результат получаться. А у нас в выпуске еще одна модель от начинающего моделиста, и это лев с моделью Ягд Пантеры в 72-м масштабе. Модель красилась кисточкой, это сразу видно, но скажу сразу, что и кисточкой могут получаться отличные модели. Тут автору стоит брать краску чуть жиже, чтобы не были заметны мазки краски и не были столь очевидны переходы цветов. Также разные краски имеют разный отблеск, что немножко портит вид модели, и советую после окраски покрыть модель матовым лаком. Его тоже, кстати, можно наносить кисточкой. Еще советую обратить внимание на стык передних бронелистов. Эта модель собирается без клея, и там надо просто немножко посильнее нажать на детали, чтобы они вошли в пазы. Или же можно зашпаклевать щель. Желаю удачи Леве в следующих работах. Далее у нас идет работа еще одного начинающего моделиста. Алексей из Ульяновска пробует себя в авиамоделизме, и он собрал свою первую модель, и это модель вертолета К-52. Причем автор собрал модель из подарочного набора с красками в комплекте. Кстати, это неплохое подспорье для новичков, хотя те краски, что идут со звездовскими наборами, мне не очень нравятся. Цвет черный довольно сложный, но для новичка вполне подойдет, так как для начала на нем можно пропустить некоторые приемы при окраске модели. Для новичка у Алексея получилась очень достойная модель, только немножко подвела зернистость лака. Наверное, можно было бы его немножко пополировать. Лев прислал первую в этом обзоре модель автомобиля, и это автомобиль Lamborghini Miura в нестандартном бордовом цвете. В таком виде этот автомобиль мне не запомнился. У меня в голове он возникает в желтом или ярко-зеленом цвете. Но думаю, такой окрас модели вполне имеет место быть. Тут я хочу обратить ваше внимание на очень добротную полировку модели. Ведь в 24-м масштабе большую роль играет то, как правильно выполнить эту полировку. Из недостатков модели я хочу выделить не очень ровно проработанные молдинги. Но у меня тоже была такая же проблема с Нивой от АВД, и я в таком случае хочу посоветовать их красить при помощи масок из скотча или при помощи маркеров. Тимофей прислал модель японского истребителя Zero в 72-м масштабе от фирмы Моделист, и это перепак от фирмы Академия. Мне очень понравился антураж, при котором сфотографирована модель, и обратите внимание на подставочку в виде японского флага тех лет. Это очень колоритно выглядит. Теперь давайте посмотрим на недостатки. Очень сильно бросаются в глаза это подложки декалей на японских опознавательных знаках, такие как бы контуры вокруг них. И бороться с этим можно, либо очень точно вырезая декаль, но на таких это очень сложно сделать ввиду сложной формы, а круг – это сложная форма. Либо же покрывать модель матовым лаком, тогда подложка будет менее видна.
Также лак пригодился бы, чтобы выровнять блеск черной и зеленой краски на самолете. Если бы они блестели одинаково, то модель смотрелась бы немножко погармоничней. И надеюсь, что мои советы помогут Тимофею в следующих работах. Удачи! Антон – начинающий моделист, и давайте разберем его ошибки, которые встречаются у многих новичков в нашем хобби. Итак, Антон сделал модель танка Т-34, и это неплохой выбор для начинающего. Там нет никаких заморочек с ходовой, какие бывают, например, у немецких танков, такие как Тигр или Пантера. Во-первых, чрезмерное использование металлика. Я понимаю, что это попервой выглядит очень классно, но потом, спустя какое-то время, вы поймете, что это было перебором. Модель танка не должна казаться металлической, она должна лишь немножко намекать, что танк сделан из металла, и для этого достаточно чуть-чуть подчеркнуть грани танка. Так как это делает большинство новичков, это явный перебор. Так настоящая техника, например, никогда не царапается. А если и царапается, то есть несколько типов сколов. Это сколы верхних слоев краски, когда обнажается немножко базовый слой, сколы до грунта и сколы до металла. Также сколы до металла могут с разной степенью силы ржаветь, и тогда на танке появляется целое цветовое разнообразие. Так что желаю автору удачи в совершенствовании нанесения сколов. Андрей прислал модель российского самолета Су-30 в 72 масштабе, и, судя по всему, она от звезды. Андрей начинающий моделист, и он сделал довольно добротную модель. Модель аккуратно покрашена, ведь на первых моделях стоит учиться именно аккуратно красить модели. Кстати, многие художественные эффекты могут немножко нивелировать некоторые огрехи окраски. Единственный минус – это подставка. Ее стоило тоже было окрасить. Например, просто в белый цвет, и тогда модель в целом смотрелась бы отлично, а не окрашенная подставка создает впечатление некой незавершенности работы. Также Андрей прислал модель немецкого пикирующего бомбардировщика Юнкерс-87 в 72 масштабе. На этой модели виден прогресс в плане окраски модели. Видна легкая тонировка и очень аккуратно сделан характерный камуфляж сломанной линией. Аккуратно расписан фонарь. У меня часто бывают с этим проблемы. И цвет, кстати, выбран очень удачный. Самолет выглядит ярко, так что считаю, что автору стоит продолжать совершенствоваться и пробовать еще другие художественные приемы. Итак, я желаю ему удачи. Сергей прислал на обзор свою первую работу, и причем он взялся сразу за очень интересную модель. Это бортовой буксир от фирмы Revell. Ранее я очень редко встречала такую модель на просторах интернета. И скажу сразу, модель вышла очень достойная. И главная цель при окраске первой модели, я считаю, добиться именно аккуратной окраски. Единственная проблема, и я, кстати, не первый раз замечаю у моделей кораблей, это нечеткая ватерлиния. Советую использовать малярный скотч при окраске таких элементов. С ним намного проще достичь ровной линии. Да, немного неудачно вышли матросы, но, во-первых, они слишком блестят. Люди и их одежда по своей природе матовые. Конечно, если матросы не родственники Филиппа Киркорова. И да, тельняшка довольно сложный элемент при окраске фигур. Судя по всему, судно не российское, так что не думаю, что зарубежные моряки тоже носят тельняшки. Но я могу ошибаться. Алекс прислал модель МАТВ американского бронеавтомобиля. Машина покрашена в песочный цвет, характерный для применения этой машины в Афганистане. У модели отлично проработан интерьер и двигатель. Алекс, судя по всему, уже опытный моделист, но цвет мне не очень нравится. Мне кажется, он какой-то слишком светлый. Все-таки прообраз этой машины мне кажется немного темнее, плюс цвет кажется монотонным. Его можно было бы немножко разнообразить, например, приемом масляные точки. Он не слишком сложный в применении. И в целом модель получилась очень отличной. Константин прислал на обзор модель мотоцикла Судзуки от фирмы Tamiya, и это уже его 4-я модель. И окрашена она, кстати, кистью. У модели очень приятный серый цвет и легкий ненавязчивый глянец, что придает модели больше естественности. Заметны небольшие мазки кистью. Например, чтобы от этого избавиться, можно было бы немножко пройтись мелкозернистой наждачкой с водой. И для полного оживления модели не хватает, наверное, регистрационного номера. А в целом работа мне очень понравилась. Кстати, я заметила, что очень многие любят собирать модели мотоциклов. Раньше мне казалось, что это направление не очень популярно среди моделистов.
Роберт из Польши, хоть видно, что он уже бывалый моделист, но все равно попадает в этот обзор, чтобы сделать его международным. А модель он прислал очень интересную. Это установка «Панцирь» в 35 масштабе от Звезды. Скажу сразу, что такая схема камуфляжа зеленовато-бежевая делает почти любую модель очень интересной. Плюс характерные красные звезды придают модели шарма. Из минусов хочу отметить, что выхлопная труба КАМАЗа покрашена в зеленый цвет, и это неверно. А еще на установке кое-где видны недостаточно хорошо зачищенные детали, что при подробном рассмотрении модели представляют ее с не лучшей стороны, и колеса, по идее, тоже должны быть немножко под нагрузкой, но это уже считается придиркой. Денис прислал свою первую модель бронетехники в 72 масштабе, и это Т-34 от фирмы «Звезда». Модель окрашена кистью, как, кстати, и многие в этом обзоре. Так что, чтобы начинать заниматься моделизмом, не обязательно иметь всевозможные инструменты в арсенале. Модель окрашена на весьма хорошем уровне. Мазков краски я не вижу, так что покрашена она очень аккуратно, но цвет не очень удачный. Для 72 масштаба я бы взяла чуть более светлый оттенок, и модель чересчур блестит. Хотя, если считать, что танк покатался под дождем, то получилось очень даже хорошо. Не у всех так четко и аккуратно получается покрасить свою первую модель в 72 масштабе. Далее давайте взглянем на настоящий шедевр, который мне прислал Аугустас. Это бумажная модель тягача Ворошиловец в 25 масштабе. Тут я могу только восхищаться качеством проделанной работы и великолепной окраской. Даже не верится, что такое можно сделать из бумаги. Единственный косяк – это немного кривовато собраны гусеницы, но это видно только тогда, когда модель стоит кверх ногами. И это не штатное положение тягача. Кстати, обратите внимание, как проработаны детали подвески. Да, это работа опытного моделиста, но, так сказать, для того, чтобы ориентироваться было на кого. Она и попала в топ. Глеб прислал модель трактора Т-150 на гусеничном ходу, модели, кстати, от фирмы АВД. Я хочу сказать, что освещение выбрано не очень удачное. При таком свете создается слишком много теней, и визуально оценить качество окраски становится очень сложно. Например, кабина слишком пересвечена, но в целом модель смотрится неплохо. Интересно реализована грязь. Так что помимо моделизма советую автору развить свои навыки в фотографировании модели тоже. Илья прислал очень симпатичную модель автомобиля Toyota Hilux в 24 масштабе. Данная модель – отличный пример того, что даже не имея аэрографа, все равно можно добиться очень классного результата. Илья окрасил модель аэрозольными красками из баллончика. Очень классно получился хром. Интересно, автор тоже при окраске таких деталей использует аэрозольные краски или же нет? При этом очень аккуратно сделана смывка, при помощи которой отлично выделен рельеф модели. И куда делся задний борт с характерной надписью Toyota? Потерялся? И это только моя единственная придирка к этой модели. И, судя по всему, пикапчик работает на пасеке. Иначе как объяснить такой узор на капоте или на крыше? Знаете, откуда наш следующий автор? Его зовут Хелио, и он из Сан-Паулу, Бразилии. И врывается он в наш обзор с моделью Урала в 72 масштабе от фирмы i7. Представляете, даже i7 доехали каким-то образом до Бразилии. И я тоже собирала эту модель, и скажу, что Хелио – это очень отважный парень, раз взялся за этот набор. Модель окрашена на очень высоком уровне, но со сборкой есть проблемы. Мне не очень нравится, как расположены передние колеса. Они что-то слишком широко расставлены, и кабина кажется немножко кривоватой. Но груз в кузове отлично оживляет модель, так что после сборки такой модели Хелио можно дать медаль за отвагу. А еще взгляните на этот грузовичок, он так и веет бразильским тропическим колоритом. Андрей, судя по качеству модели Т-90МС, опытный моделист, так что я могу смело критиковать его работу. За счет сложного рельефа и большого количества деталей очень сложно сделать этот танк монотонным. Но несмотря на аккуратно выполненную смывку, хотя по мне тут подошел бы больше темно-коричневый оттенок, а не черный, некоторые части танка получились очень монотонными. И тут бы пригодился прием масляных точек или легкая цветовая модуляция. Так что, несмотря на хорошую продвинутость автора в моделизме, все равно есть куда стремиться, как и всем нам. Алексей прислал очень интересную диораму на очень гражданскую тему. Я вообще люблю, когда моделисты делают мирные диорамы. Тут очень много отдыхающих дам,
Но, к сожалению, формы их разглядеть очень сложно, ведь они покрашены монотонно. А ведь на теле, а особенно женском, очень здорово можно поиграть тенями. И это лишний повод поглядеть на девушек в купальниках в Инстаграме с чисто художественными намерениями. При некоторых ракурсах кожа на них поблескивает, что выглядит не очень реалистично, а может быть это просто масло от загара. Ну а Volkswagen после переделки из заводской модели смотрится намного лучше, особенно грязь. Неужели эти красотки такие неряхи, что не моют свое транспортное средство? А за диораму я поставлю твердую 5. Егор прислал необычную диораму, а точнее виньетку с советским снайпером времен Великой Отечественной войны. Почему снайпером? Потому что рядом с бойцом лежит винтовка Мосина со снайперским прицепом, а еще у бойца за спиной есть ППШ в качестве второго ствола. Я не очень понимаю, что за сооружение находится рядом с бойцом, что-то вроде собачьей будки. Что любопытно, боец покрашен матовой краской, и у него нет характерного для новичков блеска униформы. Это довольно частая ошибка ребят, которые только начинают расписывать миниатюру. А поза у бойца такая, что нет необходимости прорабатывать лицо, особенно глаза. А можно сосредоточиться непосредственно на униформе. Так что считаю выбор росписи фигуры в таком положении идеальный для новичка. Михаил прислал на наш обзор фигурку советского политрука в зимней форме. Модель, судя по всему, окрашена либо темперой, либо маслом. Форма отлично проработана, но лицо можно было бы немножко порасписать в подробностях или хотя бы немножко оттенить. Например, можно было бы в углубление прокрасить коричневой масляной краской и ватным тампоном вытереть все излишки. И благодаря такому нехитрому методу лица у фигурок получаются довольно выразительными. Еще мне понравился очень мех и валенки. И выглядит это все очень правдоподобно. Вот такие модели делают начинающие не только моделисты. Какая модель понравилась вам больше всего? А кто хочет попасть со своей работой в следующий обзор, то присылайте 5-7 фото своей модели мне на электронную почту с пометкой на обзор. Координаты будут в описании. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока!